Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду. Пиши. Да, вечер добрый. На Автовскую? На Автовскую? Ну, понятно, да? На Автовскую еще раз прошу? Ну, да. Понятно. Я не слышу, что вы говорите. Мне извините. побыстрее, говорю, побыстрее мне надо. Я понял, хорошо. Ну, всем надо побыстрее, это же такси. Я понимаю, что вы не в маршрутку сели, я понимаю, что вам нужно оперативно. Сейчас доедем, как сможем. Видите, погода не сильно летная. Ну, я зонтик не взяла. Хорошо. Вроде не течет у нас тут. Да. Да нормально, вообще-то все хорошо, только мне побыстрее, потому что меня парень ждет. Я понял, хорошо. Аккуратно просто, думайте о своем парне, и все будет. Там о нем думать. Думайте о парне, и время пролетит незаметно. Знаете, как хорошо? Вот если парень подходит к девушке, это хорошо. А вот если парень подъезжает, номер 110, это еще лучше. А, да? Ага. Прикольно. Только вы там, если пьете, то аккуратно, ладно? Водички уже нельзя выпить. Просто Что водички, хотите бы, что аккуратно? водичку-то можно, но вот я сейчас прямо почувствовал по запаху, что это, по-моему, нифига не водичка. Поэтому я говорю, вы там аккуратно, ладно? Что? Водичка. У меня просто нет коронавируса, и я чувствую, что это не водичка. А вот что хотите сказать, что у меня коронавирус есть? Я не знаю, просто Да, конечно. Сейчас на коронавирус будем, лишь бы только вот не ехать. Будем все на коронавирус. Просто аккуратней, хорошо, я вас прошу. Что Не тут разлейте там. Да ладно. Лучше вообще потерпите. Да. Ну так едьте быстрее, а то Петруха мне как... Вы, Да. да, расслабьтесь. Я же говорю, мы сейчас расслаблюсь. приедем уже. Давайте, я расслаблюсь. Вы включите музыку. Если вы будете мне постоянно говорить, езжайте быстрее мы ехать не будем. Ваши слова не подтолкнут машину никак. Мы едем в потоке, есть светофоры, есть впереди идущий транспорт. Вы не объясняйте, мне это вообще не важно. Тогда не это самое, Мне важно вот успеть, потому что там уже все. Ждут только меня. Плохо, когда зеркало, она не смотрит на заднее сиденье. Как приятно. У вас наличные. У меня? Поездка за наличные. Знаете? Да, Петруха заплатит, у него наличные. Нас встретят или что? Нас встретят, да, нас, конечно. Но кто ж, даму, я же вам только сказала, что хорошо, когда девушку встречают. Просто мы уже почти подъехали, поэтому звоните хорошо. своему товарищу. Петруха, как вон бы. там, он стоит, я его вижу, он длинный такой, знаете, вот посмотрите, он как телеграфный столб. Я пока не вижу никого. Да вот же, вот недалеко вот от светофора, длинный вот стоит. Господи, что же вы не видите? Потому что у меня не очень хорошее зрение. Я не всех длинных вижу на светофоре. Он подойдет к нам или что? Или надо ему... Да. Давай, А можете позвонить ему? могу, конечно. В чем вопрос? Точно? Звоните. Телефон, сейчас я телефон забыла. У вас, давайте. Давайте что? Блин, чего? Телефона нет. Подождем немного. Вот странно очень. Если он когда обещает, он всегда делает. Вот всегда. Просто вы торопитесь, Я тороплюсь. а человека нет. Получается, что как-то странно. Вон идет какой-то, не ваш товарищ? Вот, это Петя идет. Все. Сейчас, минутку. Вот видите, а вы говорили. Я вообще ничего не говорил.
Петруха, ну ты что так долго-то? Видишь, меня уже тут уже деньги трясут. 350 рублей поездка. Дам руку, Дани, давай. Где ты шляешь? 300... Я заебался тут. Здесь. 350 рублей. Сколько поездка? 350 рублей. 350 рублей. Ты видишь, я весь промок. И что? Я сколько должен ждать, Ждать что? пока моя женщина приедет? Не понял вопроса. Она села в такси, мы приехали. Но В чем вопрос-то? я уже полчаса здесь стою. Не можете полчаса стоять, мы ехали, 10 минут. Короче, С вас 350 рублей. нихуя. В смысле? За мое ожидание, вот на тебе, бля, 200. Ну, а еще 150 рублей. Какое ваше ожидание? Хуй тебе на воротник. Ты что так базаришь-то, ёпта, какой тебе хуй на воротник? Я сейчас выйду, тебе сам намотаю хуй на воротник. Ты понял, Намотай. блядь? Ты что так себя ведешь-то, гондон, блядь? Зачем так базаришь-то, ёпта, а? Забрал я 150 рублей, конечно же, потому что меня эти все алкашные покатушки, надо теперь после каждого, сука, синяка дезинфицироваться. Вот эти мне все алкашные покатушки по выходным, они, конечно, просто, нет, все отлично. В Питере дождь, коэффициенты сразу, поездка 10 минут, 350 рублей, базара нет, вообще все отлично, все, здесь претензий нет никому, ничего, все нормально, все хорошо, в дождь работать одно удовольствие, но в выходные это постоянная синева, особенно по тому району, по которому я работаю, в основном. Вот это постоянно синева какая-то, вот это вот все истории там, понимаешь, он там раз, сука, в 100 лет, а может вообще первый раз в жизни заказал своей курице такси, и сразу у него там его социальный статус вырос вместе с его эротическим ожиданием в отношении этой женщины. Да? Намного, скажем так, приподнялся. И начинается вот эта вот вся история, типа, слышь, мышь, там, а все привыкли как поступать. Как себя все привыкли вести, точнее, в отношении обслуживающего персонала. Все считают, да, ну, многие, скажем так, язык даже заплетается, многие считают, что в обслуживающем персонале работают просто какие-то там, ну, неудачники, шныри там и так далее. Вы глубоко, люди, заблуждаетесь, многие заблуждаются. И я первый раз это ощутил на своем примере много-много лет назад, когда я еще был зеленым сопливым бакланом. Я перегородил дорогу одному таксисту, вот, ну, я просто перегородил дорогу, и сзади такси в меня уперлось. Я стоял рядом с машиной, и таксист говорит, типа, надо машину убрать, здесь, ну, типа, проезд. И я его выслал нахер. Вышел мужичок, и 2-3 фразами меня просто, ну, в бледный цвет вогнал, и мурашки у меня побежали, там, от пяток до яиц, вот такого размера. И я все понял, как бы убрал машину, и мне этого хватило, вот. Разные люди ездят, не надо нагнетать и думать, что за двушку вы теперь, там, пускай ежемоментно становитесь королем всего мира. Нет, друзья мои, это неправда. Нужно всегда оставаться людьми. Тряханул, этот самый, из этого дурачка вывалилось 3 бутылки, пустые 3 бутылки водки. Не шучу, я охренел. Рядом с тачкой, короче, сейчас я отъеду. Надо не раздавить. 3 пустые бутылки водки. Маленькие шкалики какая-то, я не знаю, не в качестве рекламы, Аляска, не Аляска, сейчас я покажу. Раз, 2, 3.
Водка люкс. Но судя по тому, что я ее в продаже не видел, наверное, это в каких-то супер элитных сетях алкогольных. Кто не знает такую водку, скажите мне. Именно после нее ты становишься повелителем женщин, пьющих из черных пакетов водичку с заплетающимся языком. И строишь таксистов! Всех, сука, на колени поставлю сейчас! Сначала отымею всех королев этого района, а потом всех таксистов поставлю в ту же позицию и спрошу с них. Так, ладно. И еще, да, пока я посмотрел. Сейчас вы все будете писать по поводу моих усов. Пишите, интернет все стерпит. Вы можете писать правду, можете неправду, можете писать вечные афоризмы типа усики, пропуск в трусики и так далее. Пишите, мне будет интересно, а может быть и неинтересно. Так что пишите про все, что считаете нужным. Я поехал работать, пока дождь, пока можно заработать бабосы. Пока-пока.